Здравствуйте! Сегодня у нас очередное видео топ. Мы посмотрим, как дети видят призраков и начинают с ними общаться. Давайте начнем. Этот ребенок учится играть в прятки, но он неожиданно падает. Но если вы внимательно приглядитесь к ребенку, то заметите, что малыш перед падением твердо стоит на полу. При еще более детальном рассмотрении всей ситуации заметно, что ребенок падает неестественно. Когда малыш пошатнулся, видно, что его как будто ударили по лицу, а затем он отлетел на метр. Так или иначе, в комментариях под этим видео шли ожесточенные дебаты. Есть разные точки зрения. Например, что малыша сильно толкнул кто-то невидимый или что ребенок упал сам. Так или иначе, решать вам. Все действия на этом видео происходят в Польше. В этом доме появился полтергейст. Владельцы установили видеокамеры по всему дому с целью заснять паранормальную активность. И им удалось кое-что запечатлеть. Спустя некоторое время в одной из комнат часть коллекции видеоигр летит с полки на пол. Все выглядит так, что невидимая сущность смахивает все одним движением руки. Также это довольно большая и дорогая коллекция, и она оказалась на полу, так что навряд ли это видео поддельное. Если бы оно было не настоящим, на пол полетело бы что-нибудь менее ценное. Владельцы входят в комнату и видят, что почти все разрушено, и кажется, полтергейст преследует их и двигает вещи в той комнате, в которой они появляются. Люстра быстро раскачивается и немного двигается стул. После всего происходящего хозяева выбежали из дома. Двое друзей решили проникнуть в заброшенную ферму. Все происходит в северной части штата Нью-Йорк. Видно, что эта ферма изолирована от всего остального мира. Она находится в середине леса, рядом с едва проходимой дорогой и выглядит прямо как из фильма ужасов. И изнутри этот дом не лучше. Look how old those TVs are. Wow. Этот дом полон плесени. На втором этаже доски слишком тонкие и гнилые, плюс они прибиты снизу. Они точно провалятся, если по второму этажу будет ходить человек. Поэтому парни решили не идти туда. В подвал они тоже не пошли, потому что он завален мусором. Но вдруг они начинают слышать, что по второму этажу кто-то бегает. Яу. Один из парней упоминает, что пол слишком хлипкий, чтобы по нему ходить. Уже дома они заметили на видео, что на втором этаже кто-то есть, и оно смотрит на них через щель между досками. Этот кто-то непонятной формы, как и его глаз, который странно двигается. Но что же это за существо на втором этаже? Камера наблюдения снимает все происходящее на улице. Мы видим, что проходят люди. На несколько секунд в кадре быстро проносится белая прозрачная фигура. Она задевает сначала одного человека, а потом и другого. Первый парень обернулся и на секунду непонимающе застыл на месте, а второй пошатнулся, когда около них пронесся белый силуэт. Охотник выслеживал свою добычу в виде оленя полдня, но когда ему наконец-то удалось приблизиться, то началось нечто странное. Животное стояло и совершенно не двигалось. Затем охотник подошел поближе, но ничего не изменилось. Более того, мужчина даже начал прикасаться к животному, но олень так и продолжил стоять и смотреть в одну точку и ни на что не реагировать. Но в итоге, спустя некоторое время, олень пришел в себя, резко дернулся и убежал. Охотник написал в описании к видео, что в этой части леса, кроме него и оленя, больше никого не было. Но куда смотрело животное, что оно видело и почему застыло на месте? И почему то, что видел олень, не видел этот человек? А эта девочка не перестает смотреть в одно и то же место в комнате, как будто кто-то или что-то устраивает специально для нее маленькое шоу, но там явно ничего нет. Немного посмеиваясь, ребенок вдруг замолкает и покидает комнату, но все еще продолжает смотреть вверх.
Are they leaving? You're following them, huh? Малышка следует за тем, кто преследует ее, и она пытается заставить своих родителей увидеть то, что видит сама, указывая пальцем. Затем она возвращается и продолжает смотреть в ту же самую точку. На этот раз она хочет, чтобы кто-то невидимый взял ее на руки. Если это дух, то какую бы форму он ни принял, он не расстраивает ребенка, а наоборот радует. Во всяком случае, малышка кажется довольна тем, кого видит, и хочет, чтобы это невидимое существо взяло ее на руки. Парень по имени Фрэнк исследует отдаленные пещеры и шахты. В этом видео его товарищ Гейб из его команды соглашается спуститься в шахту глубиной 170 метров в Мексике. I'm going down a mine shaft right now. I'm going to be going down 600 feet. Yeah, it's scary, I'll admit that. That's a little fast. Oh, man. Но все это приключение и без того страшное становится еще страшнее, когда трос, который держит Гейба, путается. I should probably change my mind right about now. Опустившись где-то на 90 метров вниз, Гейб слышит странные звуки. Сначала в глубине шахты как будто кто-то простонал, а затем начал шипеть. Но кто же это мог быть в таком месте? Парень утверждает, что слышал странные звуки, когда он был внизу. В итоге, когда он выбрался, он и вся команда решила пересмотреть запись, и там действительно были необычные звуки. Гейб также утверждает, что некоторые жуткие звуки, которые он тоже слышал, не записались на видео. What was that? Работник, выполнив свои обязанности, уходит из подвала. Но несколько секунд спустя, после ухода мужчины, тележка с коробками быстро едет и опрокидывается на пол. Но неясно, как телега смогла покатиться без посторонней помощи. Это фото отправил нам Максим Василюк. Это фото было сделано 1,5 года назад в Беларуси, в городе Петриков. Максим был в командировке. В один день он оказался около кладбища. С ним был его товарищ. Когда он делал это фото, там никого не было. Спустя время он заметил на фотографии странный силуэт. Он очень хотел узнать мнение экспертов. Если кто-нибудь что-то об этом знает, пишите в комментариях. Эти фото прислал нам Владимир Кустов. Как он рассказывает, он и его родственники решили пойти на пляж. Но во время прогулки он неожиданно стал плохо себя чувствовать, у него появилась легкая головная боль и утомление. Они гуляли, фотографировались. Когда они вернулись домой, то стали пересматривать фото и увидели на некоторых из них странные темные пятна. На этих фото изображен сам Владимир, и, как он говорит, объектив камеры был идеально чистый. Как вы думаете, что это такое? Парень разговаривает с кем-то по телефону и ни на что не обращает внимания. Он проходит мимо какого-то здания, и около этого здания позади него проходит и как будто задевает темная фигура. Парень в недоумении оборачивается и не понимает, что произошло, когда рядом с ним проносится этот силуэт. На сегодня вот и все. Я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.